Значит, так. Я вот так буду сидеть на расслабоне, вот так. Ты вообще неправильно выбрала день. Это должна быть пятница, вечер. Надо открыть вон бутылочку в холодильнике. Сегодня одела Армани рубашку специально на интервью. Какого канала? Я вас таким, как вы, не даю. Всем привет! Сегодня у нас будет новая рубрика «Разговор с танцевальными родителями». Моим любименьким Иночке и Олеже я задам пару вопросов о моей танцевальной карьере, когда я была маленькая и подростком, а они постараются очень-очень честно отвечать. Ну что, готовы? Да. Почему именно танцы? Ну, не в дедош тебе отдавать. А что тут такого? Почему танцы? Потому Ну, что... смотри, давай я скажу. Мы с мамой с детства любим танцы, клубов не вылазили. Сначала с деревенских, потом уже с городских. Поэтому, когда пришло уже время там кого-то искать, ну, решили тебя взять из дома. Что у тебя было столько энергии, которую ты не знала, куда девать. Можно было на футбол отдать. Отдать в теннис, мы тогда думали, это дорого, но мы ошибались. Танцы оказалось дороже. Что было ближе к дому, туда и отдали. Да, я на футбол шел, а тебя заодно на танцы. За шкирку волок. Вот и все. Любила ли я ходить на тренировки? Сразу был такой порыв, но когда ты поняла, что это, да, там и тянуться, и потеть, делать какие-то ошибки, ну, работать, в общем, над собой, вот, над своим телом, то уже не было такого большого желания. Почему ты продолжал водить? Ну, потому что футбол у меня был еженедельно. Ты всегда заставлял ходить, да, на тренировки? Был момент переломный, когда все психануло, не пойду, и надоели мне эти танцы. Вот. Что вы делали? Беседу провели, ну, уговорили. Потом ты это пережила, и потом уже ты меня водила на футбол и шла сама на танцы. А как вы считаете, вообще нужно ребенка заставлять, если он не хочет ходить? Надо попробовать несколько раз, то есть, допустим, на протяжении месяца-двух, и ребенок все равно втягивается, и он начинает, ну, во-первых, он общается с детьми, с коллективом, у них общие интересы. Поэтому, ну, если уже не хочет ребенок ходить на протяжении 3-4 месяцев, полгода, то надо пробовать другие какие-то секции и просто не ломать. Ребенок должен попробовать еще что-то, и, может быть, он поймет, что все-таки танцы ему больше нравятся, опять вернется в танцы. Ты действительно там провел беседу, поговорил, там еще что-то попробовали. Как вы реагировали, когда у меня были какие-то неудачные соревнования? Обидно за тебя было Ну, просто. всегда хотелось бы, чтобы была на пьедестале, но как есть, Как бы... было. Лох так лох. Но... Для нас было главное участие. Конечно, нам хотелось, как всем родителям, чтобы ты была всегда на пьедестале, и всегда каждый родитель думает, что его ребенок, он самый лучший. Но когда случались какие-то неудачи, больше переживали за тебя, что ты переживаешь. То есть, ну, ты все равно наш ребенок, неважно, ты на первом месте или на последнем месте. То есть тут главное, чтобы вот этих у тебя переживаний сильных не было. Контролировали вы мой тренировочный процесс? Если да, почему? Нет. Ну, я пару раз заглядывал на тренировки, в акробатику, и то, и все, тогда еще в самом начале. Вот. Ну, потому что я чаще всего возил. Какая ты там... Мачеха. Да. Я только проводила беседы с тренерами. Спрашивала, нужно ли нам еще дополнительное занятие брать. А так прям... Вот я, например, не знала, сколько у тебя там восьмерок или еще что-то. Я вообще не в курсе. Я до сих пор их не понимаю. Вы думаете, что контролировать процесс все-таки должен сугубо тренер? То есть родитель может интересоваться, что не хватает ребенку. Что не хватает, что, для чего, в каком упражнении нужно приложить усилия, например, больше на растяжку, больше на прыжки, а остальное должен контролировать тренер. И правильно тренер ставит танец и все. Ни в коем случае не родители должны решать, какие должны быть восьмерки. Ну, это вообще. Следующий вопрос. Жалеете ли вы, что отдали в танцы, а не в другую секцию? Мы нет. Ну, конечно, ты хотел, чтобы она была футболистом. Ну, как есть. Но как... Применяли ли вы такую манипуляцию, как будешь плохо учиться, не будешь ходить на тренировки? Нет, у нас не было такого ни разу. Нет. У нас никогда такого почему? не было. Ну, потому что, тренировки – это дополнительно, это твое удовольствие.
И мы, как родители, не должны тебя лишать удовольствия. В то же время ты училась, ну, ты не прямо отличница была, но ты нормально училась, у тебя успеваемость нормальная была. Если где-то что-то не успевала, понятно, где-то какие-то были репетиторы. Но такого, чтобы тебя лишать тренировок за то, что там что-то в школе не так, мы никогда так не делали. У нас, ну, даже такого и речи не стояло. Подтверждаю. Нравится ли вам диско в целом? Чтобы почувствовать и понять этот танец, Это ты надо после побыть... Швеции? После Швеции? Да, я ж в Италии еще была вообще-то. Чтобы почувствовать и вообще понять этот танец, Ну, больше не будешь. нужно побыть на международных соревнованиях такого уровня, как там какой-нибудь Кубок Европы, Чемпионат мира, Чемпионат Европы. Как на трибунах там они не болеют, то это как бы, да, действительно это... Да, Ну, в общем, и танцоры, и атмосфера сама, там действительно чувствуется, что это спорт, что это, ну, действительно не просто, ну да, диско-танцы, а именно спорт. И он реально такой и есть. И единственное, что я жалею, когда я попала первый раз в 2019 году на чемпионат мира с тобой, что я до этого не ездила больше с тобой на чемпионаты такого уровня и масштаба. Я думал, не купила туфли. В Италии, да. А тебе нравится диско? Ну, нормально. Мне все время Мне нравились реально- больше. Но они зрелищнее, это когда вот эти ваши формейшены, когда много людей, там все влево, потом все вправо. Ну, Да, это просто, всё допустим, я, насколько был на соревнованиях, то я все-таки, ну, мне, может, тяжело это понять, но я не мог, у меня не было понимания, как они там вот судят ту или иную. Ну, бывает вот, видишь, кажется, вот она должна быть, ну, там в тройке, голяк, ее нету даже в десятке. Ну, поэтому это диско ваше, это непонятное. Сильно ли вы расстраивались, когда я приходила домой и говорила, что нужно оплатить новый костюм, 3 поездки, 5 соревнований, новые спортивные вещи, дополнительные тренировки и так далее? Нет, мы не расстраивались, потому что... Мы просто работали больше. И да, конечно, было тяжело, когда в один момент все надо было оплачивать. Но... Потом мы привыкли. Но мы привыкли к этому, то есть начиная, наверное, с лет 11-12, ну, это Мы было даже как завели должное. копилку и складывали туда по 100 евро в день. В день. То есть не было такого, что я говорю, я хочу на соревнования, а вы говорите, нет денег, и уходили. Нет, такого Нет, вообще такого у нас никогда не не было. было. Почему вы мне никогда не отказывали? Потому что Мы хотели чем побыть больше одни. ты участвуешь в соревнованиях, тем больше идет развитие. И это, ну, это обязательно нужно. Ну, как вы считаете, нужно постоянно вкладываться или можно где-то пропустить что-то? Ну, если родили ребенка. Если родили ребенка. А что пропускать? А куда Чего? деньги? Я не А куда пробовал. деньги, если не... Думали, либо надеялись ли вы, что может как-то финансово окупиться? Вообще никогда не думали, что вообще что-то окупится. Абсолютно. Просто это было твое хобби, Нет. твое развлечение. Вообще даже не было мысли, что что-то окупится. Разговорилось что-то к концу интервью. Ну и, конечно же, это уведомление я заметила только в конце самой съемки, а это через 10 минут. Но мы попробовали перезаписать наш диалог снова, и вот что из этого получилось. Вопрос. Что вы можете пожелать другим танцевальным родителям? Что мы можем пожелать? Чтобы... Ну, как вы считаете, вообще нужно вот прям сильно помогать своему ребенку, постоянно какие-то контролировать его домашние задания, если дает тренер? Вот нужно такое делать родителю? Максимально быть вовлеченным в процесс? Мне кажется, надо быть средне вовлеченным в процесс. То есть, Без фанатизма, да, наверное, да, так бы я то есть сказал. средне надо быть вовлеченным. Здесь хочу пожелать родителям набраться терпения, чтобы не ждали моментальных результатов. И потому что первые результаты у тебя были в начале в дуэте, и то это было где-то около 12 лет. И позже уже появились, благодаря твоему упорству и усердству, уже появились и твои результаты первые. Поэтому, ну, не бывает моментальное, и сразу ребенок чемпиона. Тренировалась, постоянно тренировалась. Постоянно, когда у тебя было сила воли плюс характер. У тебя постоянно, когда было время, ты постоянно была в зале, ты тренировалась. И, Ну, то есть вы меня как бы, ну, не пушили. Нет, никогда ничего не, такого у нас не было. Или там, иди тренируйся, или там ничего. Никогда у нас такого не было. Запомнила учительница, которая с 5 по 10 класс была, которая сказала, это все хорошо, конечно, вы пропускаете, но что, вас танцы будут кормить потом? То есть вот я эти слова запомнила, и я желаю только поддерживать детей в их желаниях, начинаниях,
продолжение. То есть И главный вывод, что чтобы детям нравилось, это самое главное. самое- А результаты это уже придет. Абсолютно верно. Детям главное, чтобы нравилось, и они получали удовольствие. Они живут этим командным духом, они друг друга поддерживают, они друг за друга болеют. Всегда, чем хороши в любом случае танцы, там, любой вид спорта, что ребенок боится подвести команду. Ну и дисциплина. Дисциплина. Во-первых, всегда есть дисциплина. Ребенок знает, что если он забудет, допустим, костюм, то он подведет всю команду. И он 15 раз уже 8 лет подумает, чтобы не забыть этот свой костюм. Мгм. Или там, знаете, если он забыл номерок, то он без номерка не выйдет. Уже в 9-10 лет ребенок 10 раз переспросит. Мама, ты взяла номерок? Или мама, я положила уже номерок. То есть танцы очень хорошо развивают. Дисциплинируют. Да. Да, очень командный дух дисциплинирует. Вот так, вот так. Если- Вообще, я думала, начать разговор с того, что вообще мы его спасли от собаки. Вот такого уже не было у нас.